Привет, мои дорогие девочки! У нас сегодня тема такая, которая зацепила всех, весь мир, в принципе, зацепила. Кто бы где далеко не жил и думал, что он никогда не выйдет из своего теплого, уютного домика, да, такое не получится, потому что сейчас перестраивается весь мир. Как я вам говорила, у меня есть гадание в начале года, что мы с вами рожаем, как говорится. Каждый будет жить в новом мире, на новой территории, на новой земле, девочки. И все будет называться по-другому. Вы посмотрите, что творится везде, да. Не надо только там смотреть, что творится у нас здесь. Потому что если взять страны подальше, просто об этом мало в новостях говорят. Но если вы зайдете и почитаете, вы офигеете, да. Насколько сейчас реально вот мы переходим, стираются одни границы, становятся другими границами. И там, где мы жили, никто не думал, что кто-то, например, уедет в Европу, или кто-то уедет из России, или в Россию, или еще куда-нибудь, да. То есть мы сейчас полностью с вами меняемся. К этому надо относиться так, с одной стороны, философски. Да, тут уже ничего не скажешь. Каждый переживает в меру того, что приключается здесь с ними сейчас, с близкими, да. И поэтому мы сейчас будем смотреть, что ждет вашего мужчину во время мобилизации. И это будет касаться не только тех людей, которые находятся, к примеру, тех, кто подпадает под эту мобилизацию. Это касается на самом деле всех. Потому что иногда, да, друг приходит, друг, мужчина, новая любовь, смерть. Да все что угодно, в лице какого-то другого человека, да, и, возможно, где-то сейчас, да, он выходит из своей зоны комфорта с одного эгрегора и где-то будет приближаться к вам. В соответствии с этим все ситуации вокруг тоже будут меняться. К этому надо вот реально немножко философски так относиться, да, и не желать друг другу зла. Вот это вот самое главное. Не желайте никому друг другу зла, девочки. Потому что это грех. А по греху ловят. Я хотела, кстати, видео снять про то, кто погибнет, а кто выживет. Да? Даже не важно там, где какие знаки у кого начерчены, и где у кого есть какие амулеты. Все на уровне большем. Но я, наверное, об этом все-таки сниму. Ну ладно, давайте оставим болталки и будем, девочки, гадать. Пожалуйста, не пишите злобные комментарии друг другу, если вы по политическим взглядам где-то отличаетесь, да. Мы все умеем любить одинаково. И мы хотим все счастья, правда? Первый вариант, второй, третий, четвертый. Что ждет вашего мужчину в это время мобилизации? Это такое, знаете, не то название мобилизации. Это вообще, что ждет вашего мужчину? Давайте посмотрим. Именно вот в это время, здесь и сейчас, что с ним происходит? Что с ним будет происходить? Как это его поменяет? Оно его даст ему больше мужественности какой-то, да, душевной, или наоборот. Давайте посмотрим. Я даже не знаю, что сейчас прям говорить, но я хочу по зомби-таро, девочки, это зомби-таро, чтобы мы посмотрели, да, что с ним будет в это время. Пойдет ли он по правильному пути или не пойдет по правильному пути. Если мы в состоянии на него повлиять или не в состоянии. Давайте посмотрим. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Что ждет вашего мужчину? Это, как говорится, да, с пометкой касается каждого. Ну что, первый вариант, мои дорогие, давайте глянем. 20-й старший аркан выпал вашему мужчине. Либо вот этот мужчина будет участвовать в каких-то действиях, да, военных. Либо, девочки, его это как-то очень сильно коснется. У него будут меняться взгляды. То, что он думал, как он будет жить до того момента, да, до сегодняшнего дня, он на свою точку зрения изменит. У него очень, вот не то, что второе дыхание откроется, да, но у него очень сильно разовьется широта взглядов, знаний. Он поймет, что такое вот жизнь. Вот, девочки, есть такая книга «У войны не женское лицо».
Вот советую, вот кто любит почитать, да, почитайте, девочки. Я, например, ее читала очень много раз. Светлана Алексеевич, это такая белорусская наша писательница, написала вот это, собрала то, что чувствовали женщины, которые ждали своих мужчин. Я ее зачитывала до дыр, я плакала, девочки, у меня там есть любимые моменты, да, когда я настолько вот вливалась вот в эти переживания, что это просто был капец. Когда-то это коснулось наших предков, а сейчас это касается каждого, да. И касается этого вашего мужчины, что с ним, девочки, будет. Но это будет переломный момент в его жизни. Да, он может пойти, точнее, даже не сколько его заберут, да, он пойдет, девочки, он будет участвовать в этом всем. Косвенно, либо прямо напрямую, и это сильно расширит его сознание. Оно расширит его настолько, что он будет решать, да, как судья, кому быть, а кому не быть. Он будет очень справедливым. Это очень хороший аркан. Он, с одной стороны, тяжелый. Это, как, знаете, карма какая-то, как говорят про людей. Каждый несет свой крест, да. И ваш мужчина сейчас намного... Если он юный, на него он рано повзрослеет, скажем так, да. Если это человек, ну, скажем так, со средним IQ, то он настолько разовьется, что он интеллектуально и интуитивно очень многого потом в этой жизни добьется. Это вот такие вот легендарные фильмы про таких мужчин сняты, как, например, «Брат», там «Брат 2», «Бумер». Ну, возможно, где-то... Почему я такие фильмы говорю, да? Во-первых, они всем известны, а во-вторых, там... как любят, например, там говорить балабановские фильмы, да, это отсюда. Он увидит жизнь и в красе ее, и не в красе. Про эту жизнь писали знаменитейшие, понимаете, писатели Достоевский, Чехов, да. Это то, о чем мы задумываемся, трындец как. Это та же «Война и мир» Толстого. Если кто не смотрел, девочки, вот посмотрите. Вот если вы хотите понять, что такое 20-й старший аркан суда, вы должны просто посмотреть, по-моему, там, я не помню, сколько там серий, ну, серии 10. Называется фильм «Война и мир». Американской, по-моему, экранизации. Ну, не такой старый, да, не помню, 14-18 года точно. И, короче, девочки, я решила одну серию включить, в результате я всю ночь смотрела все серии, понимаете? Я и плакала, и смеялась, я и пережила все, что в этом фильме. Но вот и для меня это было такое вот открытие. Это не просто фильма и актеров, нет, у меня было такое, знаете, вот, как будто я познала все в этой жизни. И вот что ждет вашего мужчину, девочки? Ну, вы не то, что там готовьтесь к худшему. Нет, я не говорю вам готовиться к худшему, но он очень сильно повзрослеет. Он, если этот мужчина ваш или парень молодой, да, не отвечал за свои слова, как-то относился к жизни так спустя рукава, да, где-то надеялся на что-то, на авось и на халяву какую-то. Нет, он увидит, что жизнь бывает другой. Он ее будет видеть цветными красками. Цветными настолько, что он офигеет от того, вот насколько мир может быть разным. Понимаете? Да, это выход из того эгрегора, в котором он привык жить. Из той зоны комфорта, да. Ходить в один и тот же магазин, носить одни и те же штаны. Или там у него были какие-то одни привычки, да, они поменяются на новые. У него поменяются вкусы, у него широта взглядов очень сильно поменяется. Я бы даже сказала, в лучшую сторону. Обычно вот люди, которые так вот переживут то, что он переживет, это говорит о том, что он может, вот знаете, свой опыт экспрессивно перенести в какие-то такие очень крутые произведения искусства. То есть сейчас он не может.
Но кармически, вот эта карта, 20-й старший аркан суда, который ему выпал на это гадание, девочки, оно говорит о том, что сейчас он не может того, что он сможет потом. Понимаете? Там он настолько поймет жизнь, она настолько ему, у него будет расширенное сознание, понимаете? Расширенное сознание. И это надо для того, чтобы он через это прошел. Давайте еще глянем. Это я вам сейчас пыталась объяснить. Вот этот 20-й старший аркан суда. Давайте еще посмотрим, что его ждет в это время мобилизации. Ему будет страшно, он очень сильно переживает. И это переживание он будет ловить не из-за того, что ему самому страшно, а из-за того, что происходит вокруг него и как к этому относятся другие мужчины. То есть он будет ловить вибрацию страха, тревоги какой-то, неизвестности от тех людей, мужчин, которые находятся вокруг него. То есть это, знаете, как прыгать через горящий обруч, да? Он сам не горит. И ему можно прыгать, можно не прыгать, да? Но вот этот горящий обруч, и когда нам много людей на тебя смотрят, я не говорю тут прям про цирковую собачку, я просто говорю вам, что вот что-то сделать такое ему придется, да, что он никогда не делал. Но огромный страх у него есть. Но это и нормальная карта, когда она идет, ложится возле 20-го старшего аркана суда. Она нормальна тем, что когда мы выходим из этой зоны комфорта, нам неприятно. Мы как рождаемся. Когда ребеночек рождается, у мамы всегда было тепло, у мамы температура 36,6 градусов тела, а он сразу вдруг выходит в мир, в котором температура 25. Ну, как бы на 11 градусов как минимум температура меньше, правда? А иногда еще стресс это для маленького ребенка, стресс. Когда он был в плаценте и в околоплодных водах, ему было тепло и уютно, да, это одно. А там резко перерезают пуповину, он выходит в новый свет. Понимаете? И от этого у маленького ребеночка тоже вот это вот страх и стресс. И вот сейчас у вашего мужчины это тоже страх и стресс. Но он его цепляет не потому, что он сам рождается, а потому что меняется вокруг него окружение. Это окружение такое само, чего-то боится, тревожится. Это нервное окружение. И это нервное окружение заражает его вот этим каким-то страхом. Что его ждет во время мобилизации? Ну, я вам так скажу. Я думаю, что вы по картинкам, девочки, видите то, что я здесь не озвучиваю. Правильно? Вы видите, что я тут не озвучиваю? В общем, что его ждет? Физически это на него тоже повлияет. Девочки, вот этот ближайший год, да, на физическом плане у него это тоже отразится. Это не будет психосоматика, то есть то, что он сам себе, как говорится, выдумал, неправильно себя повел, это какие-то факторы внешние, извне, они на него повлияют, на его тело. И это будет новое тело, с которым придется ему жить, да. Это как вот человек сидит, и его, например, уколоть иголкой, да, и у нас защитные какие-то функции, вот, и мы так от неожиданности подскакиваем или все такое, да, и он тоже, у него что-то изменится в физическом плане, да, он поймет, что мы хрупкие. Мы, люди, хрупкие. Как бы нам ни казалось, у нас вот нету вот этого вот страха, да, да, чувство самосохранения есть, да, но настоящее вот такое понимание того, насколько мы уязвимы, приходит именно тогда, когда что-то приходит извне. Наоборот, ну, например, когда вы падаете с лестницы, к примеру, да, вот подскользнулись и упали, девочки, да, и вы чувствуете, да, вот вы до этого идете и не задумываетесь на том, что есть ваше тело. Мы только думаем о том, красивый мы, некрасивый, болит нам что-то или не болит. Но когда мы вдруг подскользнулись и упали,
с лестницы скатились, мы понимаем, вот в эти секунды понимаем, насколько мы весим, насколько мы хрупки, да, что на нас может повлиять и все остальное. И потом приходит вот это вот осознание, но оно не так долго длится, оно потом все равно стирается с памяти, потому что так устроена наша жизнь, да, биология наша. Но вот он поймет, что его тело – это хрупкий сосуд, о котором надо тоже беспокоиться, который нужно любить и ценить. Вот что его ждет, девочки. Что его ждет во время мобилизации еще? И опять, вот смотрите, как у него играют вот эти вот карты. 20-й старший аркан и 8-й правосудие, девочки, и суд. Он будет понимать, что есть зло, что есть добро. И не надо склонять к девочке вот этого мужчину своего, да, ну, в какую-то в одну сторону, в другую. Это делай, это не делай, это делай, это не десятое. Его несет вот его это течение, его жизнь, его река. Она ему нужна, и он нужен ей. Они вместе. Единственное, что вы можете ему показать, свою, например, безграничную любовь к нему, заботу о его теле, заботу о его душе, да. Покажите это, чтобы он запомнил, чтобы это было каким-то штампом в его психике, да, когда он будет судить других, что есть хорошо и что есть плохо. Пусть он поймет, что такое тепло, перед тем, как он поймет, что такое холод. Понимаете? Дайте ему жить, пройти вот этот его путь. Он не легок, девочки, сейчас, да. Он очень много будет переживать. Он будет там, что бы он ни делал, это его уроки. С вашей стороны повлиять на это правосудие и на этот суд вы не можете. Но вы можете подсвечивать ему дорогу, понимаете? Показывать ему свою любовь. Вот и все. И свою заботу. А вот, например, я вам не просто так эти слова говорю, да. У меня же тоже такой мужчина, который тоже попадает в эту категорию. Он еще и числится во всякой этой фигне. Поэтому, как бы, я за своего тоже беспокоюсь, да. Но я сейчас выбрала такую же тактику. Я знаю, что, возможно, даже когда я вот это гадание забуду, а потом же я специально выбираю себе вариант для того, чтобы самой себе так вот непринужденно, да, погадать. И получается, что у меня такое ощущение, что, может быть, я даже этот вариант как-то сама собой выберу. И иногда даже сама себе, вот, когда вам гадаю, оставляю такие послания для себя тоже. И знаете, что я делаю для своего мужчины, девочки, в этой ситуации, да? Я ему дарю вот эти вот прикосновения, заботу, вкусные булочки, даже испекла сама. Знаете, для того, что у него нет мамы, да? У него нет другой женщины, которая о нем позаботится. И мне хочется вот это вот показать заботу, когда он сам думает, что с ним будет. Понимаете? Вот это вот тепло. Я подсвечиваю ему путь и не мешаю ему по этому пути идти, каким бы он трудным ни был. Вот такой вот, девочки, вариант ваш. Что его ждет во время мобилизации? Давайте еще глянем. Тут такой момент, он либо действительно у вас, ну, он будет где-то в этом всем участвовать, девочки, он будет, да, либо там он будет испытывать острые такие кризисные моменты для себя, для своей психики, для своего тела. Но это его путь такой, и вот сейчас вот этот его путь наступает. Будет ли он жив? Да, девочки, он будет жив, ваш мужчина, он не умрет, да, но он будет другим. Он будет мужчиной с очень широкими взглядами. Понимаете? Он будет другим. У него будут новые привычки. Это может быть и новое место жительства, откуда он, например, не приедет назад. Да? То есть это тоже будет его выбор, который будет кармически показывать, что он не хочет возвращаться вот в свою какую-то прошлую жизнь. Поэтому ему не надо мешать, но ему не надо даже там где-то рвать за него жопу, помогать, брать на себя какие-то эти. Нет, вы просто покажите свое тепло, свой теплый свет покажите, чтобы он его всегда помнил. А он сейчас в этом состоянии, он его запоминает, девочки, он как губка впитывает все. И
И это будет, вот сейчас он запоминает все, что вокруг него. Когда он в спокойном, нормальном состоянии, ему, в принципе, знаете, не особо что интересно. Но когда он вот в таких состояниях, да, он запоминает лучших своих друзей, он запоминает запах своей любимой женщины, он запоминает, ну, самое лучшее, да, что дает вообще человечество и человек другому человеку. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте посмотрим, что его ждет в это время мобилизации, девочки. И вообще вот эти все. Мужчина нервный, мужчина упавший духом, уставший. Вот ему нельзя очень долго волноваться. Если вот мы, женщины, как-то вот более к этому постоянному стрессу привыкшие, или как-то, знаете, мы такие больше такие терпеливые, да, у нас больше вот этой какой-то выдержки, да, то у вашего мужчины такой вот супер выдержки нет. Он слаб психологически, он морально ослаблен. И его периодически надо, как говорится, веселить. Вот как маленького ребенка с погремушками, чтобы он не плакал, да, и тут то же самое надо с погремушками, чтобы он не плакал. Его надо веселить, улыбаться специально, там чуть ли не рассказывать какие-то анекдоты, я не знаю, там что-то показывать для того, чтобы его выводить с этого депрессивного, эмоционально подавленного состояния. Мужчина устал. Мужчина не хочет ничего того, что сейчас происходит. Он у вас не мотивирован ни на что. Да? Он упавший духом. Вот как немножко заболевший, девочки. Либо он заболевший у вас. Что его ждет во время этого всего? Ему надо обнулиться. И ему надо такое, чтобы... Ему не надо читать сейчас никакие новости, да. Ему бы хотя бы на 3 дня, если увезти его в деревню, там, где курочки да петушки, коровки, поле, лес, грибы какие-нибудь. Ну, вот смотрите, его надо очень сильно отвлекать сейчас от всего. Ему надо обнулиться очень сильно. Потому что если он не обнулится, он устанет, выгорит. Да, как это есть такое эмоциональное выгорание, очень сильное у вас и быстро. Он будет поникшенным, ослабленным, он будет ведомым. Мужчине нужен отдых. Мужчине нужно отдохнуть очень сильно. Что его сейчас ждет? Ему очень сильно надо, его, девочки, его вот реально, вот сейчас просто надо брать, все делать возможное для того, чтобы он отдохнул. Это отключать ему всякие новости, выводить его из тех каких-то состояний, в которых он там находится, которые его психологически травмируют. Потому что это он очень уставший и обессиленный. Для того, чтобы набраться сил, карты здесь говорят, ему надо вот этого одиночества, отсутствие этих новостей каких-то, да, тревог и все остальное. Его надо, вот как маленького ребенка, который раскричался, да, и плачет, как младенец. И вот покачать его, развеселить, отвлечь, понимаете? Либо вообще дать, чтобы он ушел вот в свою нору, куда-нибудь в пещеру свою, без этих мобильных телефонов, без этого всего, что его достает. Ему банально хотя бы поспать надо, вашему мужчине. Выспаться, набраться сил и все остальное. Тут как минимум, девочки, какие-то витамины, да, соки какие-то, лес, свежий воздух, природа и это, потому что он эмоционально выгоревший. Он в большом, не то что там стрессе, да, а в депрессивном состоянии таком. И тут выпадает вот повешенный, что он практически рядом от того, чтобы просто стать какой-то безвольной куклой. Понимаете? Которая вот просто будет сидеть и смотреть в одну точку. Ему нужен очень отдых. Ему нужен отдых. Ему нужно обнулиться, прийти в себя. А что его ждет? Что его ждет? Как он выкарабкается?
Девочки, ваш мужчина в этой жизни имеет большое предназначение, да. Сейчас не лучший период его жизни, вообще, вот прям не лучший. Но вообще, смотрите, он выпал у вас императором, то есть у него будет еще большой такой взлет. Но этот взлет окружен фортуной, колесом фортуны, и с другой стороны 18-м старшим арканом Луны. Да? То есть, если сейчас вот читаются, у него очень много восьмерок, 8, 8, 8, выпало того, что его обнуляет, и он не видит с этого выхода, и он не ищет даже, и надо вот его как вытягивать, да, с этого какого-то болота. Но в будущем он все воздаст. То есть, все, что сделаешь для него сейчас доброго, что другие люди сделают для него сейчас доброго, кто где поддержит, это потом возвращается плюсиком в карму тем людям, которые его вывели с этого состояния, которые ему помогли. Он, девочки, в будущем выпадает им императором. Этот человек будет жить, да, и у него будет такой очень конкретный взлет. Именно в тех его желаниях, которые в нем спят, но они есть. То есть то, о чем он где-то мечтал, где-то говорил, что ну, я бы хотел там быть художником, или там вот что-то такое между слов он говорил, ну, я всегда знал, что там типа, ну, что-то ему очень нравится, то его ждет взлет, девочки. Его как ангел вынесет откуда-то. Но там выпал повешенный, и это надо, чтобы ему помогали люди. Этому мужчина сам не выберется, ему сейчас надо, чтобы ему помогали люди. В какой бы он ситуации не был бы, девочки, в тяжелой, да, и надо, чтобы ему помогали люди. И женщины, мужчины, да. И дело в том, что кто ему поможет и не оставит, потом колесо фортуны вернет все хорошее. То есть, когда этому человеку безвозмездно что-то делаешь, да, он потом возвращает тебе чем-то, что уже нужно тебе в этой жизни. Понимаете? А 18-й старший аркан Луны тоже говорит про вот эту вот двоякость какую-то. Вот этого мужчину, если кто увлекается магией, то я бы сказала, что вот на новолуние, полнолуние, да, вот этого мужчину нужно чистить и укреплять, оздоравливать, да, что-то делать для его благоденствия, благосостояния вот этого мужчины, помогать. И когда вы ему что-то будете делать, девочки, спустя какое-то время, когда он будет это получать, вы сразу будете понимать, что у вас прям все как на мази, все что-то очень хорошо получается, да, потому что вы когда-то сделали ему добро. И этот мужчина не сейчас, да, через 3-4 года, девочки, вот этот мужчина как-то взлетает, да, он реально вот очень сильно, у него линия жизни, вот взлет. И какой-то, не то, что даже просто какой-то карьерный, а вот все, как он хотел, у него получится. Но Луна, это говорит о том, что за все надо платить. То есть он где-то расплатится. Он сейчас платит за то, что он будет иметь в будущем. Это как предоплата идет. Понимаете? Ну, в принципе, сейчас у мужчины не очень дела, но потом будут хорошо, поэтому слава богу. Но смотрите, девочки, поддерживайте его, да, поддерживайте, делайте так, чтобы он из этого там депресса какого-то, из своего эмоционального подавленного состояния как-то выходил. Так что, в принципе, все. Ну, не скажу, что прям все нормально, да, но будет нормально. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант. Давайте посмотрим, что ждет его в это время мобилизации. 13-й старший аркан. Это говорит о том, что он поменяет свой эгрегор, в котором он живет. Он не будет жить сейчас там, где он живет. И если девочки его заберут на мобилизацию, то он, ну, короче... Что-то он не будет сейчас там, где он есть, да, его жизнь коренным образом изменится. Она уже меняется у него. Что его ждет во время мобилизации? 21-й старший аркан мира.
Девочки, еще сами смотрите, потому что я из-за того, что мы с вами все-таки в Ютубе общий расклад делаем, да, я хочу, чтобы вы тоже обращали внимание на карты, которые ему выпадают, вот на эти картинки смотрите, да, и вы более точнее увидите это, потому что некоторые моменты я жалею озвучивать, да, или я не хочу вот прям так вот конкретно говорить, чтобы и вас тоже не стропалить на что-то. Что его ждет во время мобилизации, в это вот время? Он, девочки, если не то, что там, как говорится, будет этими делами заниматься, которыми, да, про что мы гадаем, но что-то вот он этого касаться будет. И дело в том, что он поменяет свой эгрегор. Тем человеком, который он был сейчас, он изменится и будет другим человеком. Другим человеком. Но вот эти его изменения будут очень сильно относиться еще к тому, что происходит, как говорится, в мире, да, то есть от каких-то вот глобальных таких моментов, законов каких-то, да, изменений, скажем так, будет зависеть его будущее прям напрямую. В плане том, что не то, что там, что он поел, покакал там или еще что-то сделал, да, нет. У него будет все зависеть от того, что будет решаться на высших уровнях, понимаете? Этот человек не дождя или засухи. Это человек дня и ночи. Это человек... Он, короче, девочки, куда-то быстро и далеко. У него таких очень много расстояний каких-то, куда он быстро идет и далеко. Быстро и далеко. Давайте еще посмотрим, что их ждет во время этого мобилизации. Ну, он, и видите, как тут интересно карты выпадают, да? И он будет на новом месте все время начинать с нуля. И вот у него тут идет такая вот позиция, девочки, да. Вот 13-й старший аркан смерти, он говорит о том, что он уйдет в новый эгрегор. Он уйдет на новое место, в новых каких-то полномочиях, в новом чуть ли не имя и фамилию сменит, или вообще пол, ну, грубо говоря, да, то есть он вообще в новых обстоятельствах будет, и он будет меняться, и это будут большие расстояния. И в этих больших расстояниях каждый раз, девочки, он будет обнуляться и рождаться по-новому. Да? То есть на каждом новом месте, а у него очень много каких-то разъездов, и он будет каждый раз новый, да, не такой, как был, не такой, как был, не такой, как был. Смена одежды, смена территорий каких-то, смена функций каких-то его ждет, да. Он не будет, как говорится, 25 лет работать металлургом, допустим, да, потому что уже завтра он будет водителем такси, послезавтра он будет еще кем-то, через месяц еще кем-то. Это какие-то все время новые функции, когда он будет кем-то новым, кем-то новым и кем-то новым. А почему это с ним будет происходить? Потому что когда его мама родила или когда рожала с ней, что-то такое вот было. То есть, если вы мама этого ребеночка, да, гадаете на сына, к примеру, да, это говорит о том, что это вы, вот что вы во время беременности переживали, то и будет только в более таком глобальном понятии переживать ваш сын. Что-то вот было такое, возможно, даже с этим связано. Дальше, девочки, если вы не его мама, а если вы его жена, подруга там или еще кто-то, я вам скажу, почему это все с ним происходит, да? Потому что он для этого рожденный. И у него очень легко, в принципе, отследить его судьбу, если смотреть на судьбу его родителей, мамы, в частности. Понимаете? Он как для чего-то рожден. И, скорее всего, даже мама, она об этом и говорила, для чего она сыночку родила. Понимаете? И вот так как она хотела и предполагала, у нее такая сильная чуйка, она понимает, что ждет его сына. И у него как предписанная судьба. У него
говорится, все шаги записаны. Это как продолжение, допустим, какой-то династии. Или это, девочки, вот когда мама планировала, вот мы, например, как мамы, да, мы иногда планируем жизнь своих детей. Вот мы хотим, чтобы он стал зубным врачом, к примеру, да, и это, или вот она еще 5 лет будет учиться в университете, там, или еще, а потом вот это, а потом она выйдет а потом вот это, замуж и все такое. Короче, когда вот мамы чувствуют, как должна жизнь быть у этого ребенка, тут как раз-таки все возвращается в то, как мама его носила вот эти 9 месяцев, и что-то с ней такое вот происходило, когда она думала о жизни, понимаете, жизни и смерти, о себе или именно о своем ребенке. То же самое с ним вот сейчас только в масштабах такое происходит. Плохо будет, если, например, это был нежеланный ребенок, и мама, например, думала про аборт. Вот носила, думала, все-таки может сделать. А, не, ну ладно, я завтра... Не, может, сделаю аборт. А, не, завтра подумаю, ну вот еще в очереди посижу. А очередь длинная, например, нет, я не буду делать. А сейчас у меня нет денег. И это все у него вот как бы как повторяется. То есть, если, не дай боже, о нем так думала мама, когда он у нее был под сердцем, это говорит о том, что вот у него сейчас вот трудная, это человек будет с трудной судьбой, да? Либо это вот как какая-то династия, что-то прописанное как в генетике такое, и мама всегда лучше знает, как будет жить ее сын. Поэтому, если это мамочки гадают на своего сына, то, девочки, обратите внимание, что вы должны сейчас просто проецировать у себя в голове лучшее будущее для своего ребенка. Понимаете? Прям знать, как он будет хорошо жить. И вот это, понимаете, будет очень сильно вот его вот при общении с ним, даже вот телепатически ему передаваться, вот это ваша вибрация, когда вы лучше знаете, как ему жить. Помогите своему ребенку. Если вы его, девочки, подруга, любовь, если вы его жена, то, пожалуйста, ну как тут к этому всему относиться, да? Давайте вот с этой стороны посмотрим. А как к этому всему именно вам относиться, если вы не мама? Люби его. Люби его. Люби его. Опять кубки, кубки, девочки. 4 кубков, 10 кубков. Люби его. Правильно, потому что он уходит в отшельника. Вы не должны потерять эту связь с ним. Не теряйте, девочки, с ним связь. Любите его, боритесь за него, пишите, звоните. Все время вот как-то, насколько это возможно, не теряйте с ним связь. Поддержите его. Поддержите. Тут, конечно, трудно. Тут надо более так глубинно смотреть вот эту вот всю вашу историю. Но подарите ему любовь, девочки, потому что он в отшельниках выпадает. У него выпадают очень такие карты, переворачивающие его жизнь. Понимаете? Это даже вам будет полезно. Это даже не ему будет полезно, сколько будет вам полезно, девочки. Вот знаете, в чем интерес такой вот этого расклада, да, вашего третьего? Что сейчас, хоть мы и на мужчину гадаем, но получается, все, что вы будете делать в его сторону, да, это будет очень сильно полезно для вас. А насчет того, что, девочки, что с ним будет, если кратко резюмировать, да, он очень много будет на какие-то расстояния передвигаться. И на каждом новом месте он будет как заново рождаться, да, то есть новые какие-то дела, новые функции, то есть новое имя и все остальное. У него что-то такое вот идет. Вот такой вот, мои дорогие, третий вариант. Четвертый вариант, давайте посмотрим, что его ждет в это время мобилизации, девочки. Его надо беречь, этого мужчину, от каких-то плохих женщин. Плохие женщины, женщины плохие, резкие, противные какие-то. Вот именно его надо уберегать от общения с другими женщинами, девочки. Вот эти женщины будут ему мешать, будут портить ему, как говорится,
линию судьбы. Давайте еще посмотрим, что его ждет во время мобилизации. Дьявол, сила, рыцарь кубков. Ну, во-первых, как вам так сказать-то, помягче. Тут либо соперница девочки выпадает, либо женщина, которая покажет все свои отвратительные качества именно вот в это время. Это его могут ожидать ссоры, прекращение общения с кем-то, либо это, если вы с ним в паре, девочки, обратите внимание, что это соперница, которая проявится по отношению к нему. И здесь выпал дьявол, сила и рыцарь кубков. Здесь, девочки, надо будет стоять просто как крепость, понимаете? Стоять, потому что тут враг у ворот. И враг у ворот в обличье. Вот как я говорила, что у женщины не женское лицо. Это не ваш случай. У войны женское лицо. Девочки, это война выпадает. Это женщина какая-то выпадает. Та, которая будет очень плохо проявляться в его сторону. Это предательница, говнобаба какая-то, это вражина какая-то. Ну, короче, все плохое, что только может быть, в лице королевы этой мечей выпадает. И надо просто стоять как крепость, не поддаваться. Это идет такое, вот, знаете, столкновение идет здесь. Ну, вот оно, падающая башня. И колесница, девочки. Бойтесь какую-то гадюку, змею пригретую, бойтесь. Это выпадает какая-то женщина, которая прямо будет все делать для того, чтобы испортить ему жизнь. Испортить ему жизнь. И не доставайся же ты никому. Если вы, допустим, его мама, давайте сейчас про это поговорим, да, делайте все возможное, будьте другом ему, супер другом, потому что там есть какая-то женщина, которую нельзя слушать. То есть, если это у него, если вы мама и есть девушка, которая вам не нравится, он не должен слушать эту девушку, понимаете? Вот как и один случай вам, девочки, здесь рассказываю, вот из вашего этого расклада. Парень женился, понимаете? Долго не хотел жениться, но женился. И вообще, ну как так получилось, да? Он решил быть джентльменом и женился. И в результате, и она была такая глуховата, слеповата, туповата. Ну, скажем так. И что вы думаете, когда у него схватило, легкое не раскрылось, когда чистил зубы, пневмоторакс легкого схватил, короче, и он сел за руль, чтобы ехать в больницу, хотя у нее есть паровая, она просто поехала с ним рядом, понимаете? А человек с зажатым легким, которого срочно в реанимацию сразу положили и вставляли трубки, извините меня, в жопу, да, это она рядом с ним сидела вместо того, чтобы спасти человека этого. И вот я к чему здесь? Что здесь есть такой момент, девочки. Не очень хороший момент в том, что какая-то другая женщина будет в контрпозиции к вашему хорошему этому отношению. Понимаете? Либо это, девочки, вы. Если если вы не мама, а вы, например, загадали не своего мужчину, а мужчину, к которому вы не очень хорошо относитесь и хотите ему плохого, девочки, это плохое произойдет, если вам не помешает другая женщина. Понимаете? Если вы, например, наоборот, любимая женщина этого мужчины, девочки, бойтесь решений какой-то королевы мечей, да? То есть надо обходить, не знаю, там, врачей, там, каких-то деятельниц каких-то, да, это не должна быть женщина, потому что женщины сейчас для него будут плохим чем-то, тем, что будут сворачивать его с хорошего пути, с нормального пути. Тут будет драка, скажем так, столкновение. Давайте еще посмотрим, что его ждет во время мобилизации. Что его ждет во время мобилизации его. Что его ждет? Какая у него судьбинушка? Поедет куда-то.
Ну, не бойтесь, девочки, не то, что там это вот, он будет ездить, но это будет как по собственному желанию, то есть он не будет там от чего-то отнекиваться. Может, сам куда-то, девочки, рванет, прятаться будет. А потом и есть какой-то туннель, и он как вылазит с этого туннеля, девочки. Он будет от чего-то прятаться, и потом он куда-то, вот знаете, как крадется огородами, херак и на свободу, на свежий воздух. Что его ждет еще? Колесница. Будет все узнавать, что его ищут. Будет писать о своей женщине, девочки. Короче, ну я вам сказала, вы поняли, о чем это. Это, девочки, жизнь человека, который будет передвигаться, скажем так, пригнувшись. Это не дезертирство. И это там, это так видят карты, да. Я пригибаюсь, пригибаю ушки и куда-то дворами, куда-то. Либо он, как бы, знаете, от войны, от этого всего куда-то девается, да, сам уходит. Либо, девочки, это может там где-то участвовать будет, да, и он будет вот, не то, что там нет, и не трус, а человек, который, вот как кот, камышовый кот, который ощущает, что ему надо где-то прятаться, где-то не показываться, где-то кустиками, где-то перебежками, где-то на дерево. Но тут самое главное, что выпало, что ему будут мешать женщины. Женщины есть предательницы. Понимаете? Ему очень сильно в палки в колеса, а у него выпала колесница, будет ставить женщина. Чем дальше он от нее, тем ему будет лучше. Поэтому здесь, если вы в состоянии влиять на то, с кем он общается, пожалуйста, уделите внимание то, с какими женщинами он общается. Потому что он может быть ведомый, его как за руку возьмут и заведут туда, куда не надо, чтобы он шел. Понимаете? Давайте еще посмотрим, что его ждет во время мобилизации. Обнуление, 14-й старший аркан. Он, девочки, куда-то будет бежать. Он будет бежать куда-то. Он будет, вот я вижу, как он от чего-то уходит. От каких-то таких, знаете, от толпы. Понимаете? Как говорится, домами, огородами, переулками, темными улицами, вдоль заборов, вдоль кустов, куда-то иду для того, чтобы остаться целым и невредимым. А почему я туда попал? Потому что если он вот сейчас, а он послушает, там будет конфликт какой-то с женщиной, да, если он ее будет слушать, он будет попадать, короче, не в очень хорошие ситуации, благодаря, в кавычках, каким-то малодумающим женщинам. Понимаете, предательницы. Вот просто есть слово предательница. Женщина. Запомните это, девочки, пока вы общаетесь со своим мужчиной. Все, мои дорогие. Ну, это трудный расклад был. Подписывайтесь, пожалуйста, мой в Телеграм, девочки. У меня их 2 Телеграма. И сейчас мы будем заниматься такими вещами, чтобы, как говорится, вставать с колен. Все, мои дорогие. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.